Приветствую, друзья! Продолжает сборку легкого танка Т-50 в масштабе 25 издательства «Картонная фабрика». В прошлой серии начал сборку ходовой части и установил опоры катков. А сегодня начну собирать, собственно, сами катки. Перед началом попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и, конечно же, написать какой-нибудь добрый комментарий. А мы начинаем, приятного вам просмотра. Первым делом решил собрать ленивец, подумав, что надо будет всего сделать 4 диска и готово. Но забегая вперед, скажу, что это была моя фатальная ошибка. Для сборки ленивца понадобятся детали под номерами 63, а для его осей детали под номерами 64. И для начала решил склеить обод катка. Он составной, снаружи деталь серого цвета, а внутри зеленого. Внутреннюю полосу вырезал неровно, но это не страшно. Косяки закрашу в цвет и установлю каток так, чтобы дефект был между ободами, и тем самым его видно не будет. А теперь беру любой цилиндрический предмет и начинаю скручивать обод. Как могли заметить, две полосы я наклеил со смещением. И именно за эти выступы в будущем буду клеить обод. И думаю, все будет хорошо. Клеить буду по такой системе. Беру диск ленивца и оборачиваю вокруг него обод. Если клеить обода без примерки диска, то потом придется подгонять детали под внутренний диаметр обода. И это первый звоночек, что здесь не так все просто со сборкой. В готовом виде диск с ободом выглядит так. С внутренней стороны диск испачкал в краске, но, как говорится, и фиг с ней. Главное, чтобы лицевая сторона была красивой. После склейки края полос обода не сошлись и образовалась щель около 1,5 мм. В дальнейшем сделал в этих местах заплатки, чтобы не так сильно бросалось в глаза. Затем внутрь обода нужно вставить кольцо. Так как обод я склеил по диску ленивца, это кольцо вставляется без каких-либо проблем, а иначе пришлось бы опять подгонять диаметр кольца под внутренний диаметр обода. Кольцо нужно вставить аккуратно, чтобы не замять края обода. Причем поверхность этого кольца должна быть чуть ниже края обода и при этом не касаясь диска ленивца. Чтобы зазор был везде одинаковым, сделал из огрызков вкладыши, которые буду вставлять между кольцом и диском. Подумал немного и сделал проще. Наклеил небольшие полоски на кольцо. Торцы не красил, чтобы вам было лучше видно эти небольшие вкладыши. Наклеил по краю обод, и пока что ленивец в таком виде. Далее собираю внутреннюю часть ленивца. Это фланец, располагается он в центре. Вокруг него будет конусная часть. Клапана на конусе нет, поэтому изготовим его отдельно и приклеим изнутри. Скруглять конус стал дотсом, но не учел, что из-за этого внутренний диаметр конуса становится меньше. После склейки конуса прокатал его спицей, тем самым выпрямив стенки. Конус размещаем внутри диска, а внутри конуса фланец. Чуть не забыл про ответную часть у конуса. Два полукольца клеим друг с другом. Из-за того, что размеры этих деталей были одинаковые, у одного полукольца получается небольшой зазор. Ну а теперь о неприятном. Детали ленивца не хотели стыковаться друг с другом. Фланец не влазил внутрь конуса, сам конус не влезал внутрь диска. Про стыковку обода и диска говорил чуть ранее. В итоге все детали приходилось подгонять, что сказалось на внешнем виде ленивца. Тут я сразу не заметил ответную конусную часть, и поэтому ленивец без нее. Подкрашу потом в цвет. Далее перехожу к самой однообразной части сборки. Это опорные катки с осями. На этот раз, по совету разработчика, начал собирать с внутренних частей, а именно с оси катка. На детали оси есть разметки. На надписи от корпуса располагается дальний каток от корпуса, а на надписи к корпусу ближний соответственно. С краев и по центру есть зазор, на схеме его можно видеть здесь. Так вот, эту деталь нужно свернуть в цилиндр. Так как деталь небольшая, нужно избегать сильного нажима, чтобы не было расщепления деталей. И лучше для начала взять стержень побольше. Пару движений для ориентирования деталей на скругление. Как всегда, движение делаю от края к центру. В комментарии мне писали, что такие детали можно сразу не резать в размер, а оставить по бокам часть бумаги, так как края закругляются плохо. И в принципе это прекрасно видно на моем примере. Центр закруглен, а края нет. А если будет запас бумаги с краев, то именно этот запас возьмет на себя роль
нескругляемой части. Плохое закругление приводит к тому, что деталь будет либо каплевидной формы, либо такой, как на этой картинке. Я уже нарезал детали до прочтения комментария, поэтому дорабатываю края таким способом. Нахожу, где будет клапан, и именно с этой стороны наворачиваю ось на стержень. И такой результат меня полностью устраивает. Далее наношу клей и пинцетом фиксирую края. После вовнутрь оси вставляю заглушки. Ось собрана, и остается повторить все эти операции еще 11 раз. В отличие от оси ленивца, проблем не возникло. Следующий этап – это сборка внутренней части катка. На диск с двух сторон нужно наклеить по два фланца. Отверстие на диаметр диска пробил дыроколом, а центральное отверстие вырезал методом протыкивания. Ну а теперь обещанная хитрость, о которой я упоминал в моем телеграм-канале. Для выравнивания этих деталей буду использовать авторучку. Поочередно надеваю детали на кнопку. Естественно, нужно это делать с клеем. На видео пока что без него. Хотя нет, давайте покажу и на видео, как все буду клеить. Здесь вся хитрость заключается в том, что диаметр кнопки должен совпадать с диаметром отверстий. Поэтому данный метод может быть не каждому подойти. Немного вращаю детали, так как некоторые с небольшим трудом одеваются на кнопку. Пинцетом прижимаю диск и одновременно вращаю авторучку, чтобы прижим был равномерным. С последней деталью поступаю точно так же. И затем, а именно в этом и заключается вся соль этого метода, нажимаю пинцетом или другим предметом на кнопку, и деталь легко отделяется от стержня кнопки. Если бы я использовал простой цилиндр для выравнивания, то при снятии диска я мог бы его погнуть и испортить деталь. А так нажал на кнопку и получил хороший результат. Остается наклеить на диск металлический бандаж. Вырезаем двухцветную бумажную солому. Забираем из кучи две разных по цвету полоски и клеим их точно так же, как бандаж у ленивца. Пальцами выравниваю края. Затем, не дожидаясь высыхания клея, начинаю скруглять в бублик. На этот раз для этого использую рукоятку от ножа скальпеля. Далее на конце соломы наношу клей и завершаю превращение полос в кольцо. То, что есть щель, это нормально, иначе диск не влезет внутрь обода. Как видите, кольцо кривое, но не пугайтесь, сейчас мы это все исправим. Для этого беру корпус шприца и одеваю на него кольцо. Если диаметр не подходит, то можно намотать изоленты до нужного размера. Оставляю все обода в таком виде до полного высыхания клея. После чего собираю каток пока только насухо. Края обода подкрашу в цвет алюминий. Диск катка должен располагаться по центру обода. Для этого из картона вырезаю шайбу общей толщиной 0,7 мм. Диск вставлен в обод и выровнен по его краю. Далее, с другой стороны, не стесняясь, наношу клей. С внутренней стороны все равно не будет видно всего этого безобразия. Далее вставляю шайбу, переворачиваю диск и прижимаю по центру пальцем до упора. После чего дополнительно доцем прокатываю по диаметру диска. Так станет ровно не только центр диска, но и его край. Не забываем убрать сразу шайбу, иначе есть вероятность, что она приклеится. На мой взгляд, получается очень даже красивый каток. И последнее на сегодня остается одеть по два катка на ось. Катки, которые не прошли кастинг, будут расположены ближе к корпусу, а красивые катки размещу с видимой стороны. Поэтому внимательно смотрим на ось и выбираем край с надписью корпуса. Как помним, ось немного должна торчать над диском с двух сторон. И чтобы отрегулировать вылет оси, я сделал такое приспособление. Просовываю ось в отверстие, переворачиваю и прижимаю диск. Тем самым вылет будет равен толщине картона. Далее одеваем на ось второй каток, смотрим, какая сторона получше, и именно ее оставляем снаружи. При этом нужно совместить стык на бандажах, а также отверстия в дисках,
Чтобы расстояние между катками было ровным и равным, сделал из картона толщиной 1 мм вкладыш, вставляя его между катками и несколько раз проворачиваю по оси. И готово. Чуть было не забыл про бронеколпаки. Собираются они из полуколец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Почему только 8 штук? А где еще 4 штуки я пока не нашел. Ладно, поищу. Они сворачиваются в конус, а сверху клеится небольшой диск. Диск буду вырезать при помощи пробойника. Выбил тестовую деталь и примерил ее по конусу. Пробойник диаметром 3,5 мм идеально подошел для этой работы. Сверху диска будет прижимная гайка. Гайки пока вырезал вдоль одной из граней. И сначала подкрашу торцы у них. Затем вырезаю нижний угол и крашу торцы. И остается вырезать и подкрасить верхний угол гайки. Так для меня вырезка гаек проще. На этом все. Сборка поддерживающих катков, ведущей звездочки и балансиров будет уже в следующем видео. А если вам это видео понравилось, не забудьте оценить его сочным лайком, подписывайтесь на мои каналы на YouTube, Рутубе, ВК-видео и Telegram. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Не забудьте про комментарий. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.